Сегодня мы поговорим о том, почему одни люди учат иностранные языки быстро и с удовольствием, в то время как другие не могут сдвинуться с места годами. Я расскажу, какие качества отличают успешных учеников и какие конкретные навыки позволяют осваивать язык в 2-3 раза быстрее. Я занимаюсь преподаванием языков уже 10 лет, сама изучаю иностранные языки уже 20 лет, наверное, и все в этом видео основано на наблюдениях, практике и реальных результатах. Первое — это актерское мастерство. Люди, которые быстро учат язык, они не просто запоминают фразы, они как будто бы вживаются в роль. Они копируют интонации, поведение, манеру говорить. Это не про учить, это про проживать. Они без стеснения копируют акцент, слова, даже мимику носителя. Это важнейшие качества. Вместо того, чтобы переводить, они воспроизводят, как бы встраивают в себя новые речевые паттерны. Язык — это намного больше, чем просто слова и грамматика. И поэтому такой подход, такой навык помогает действительно звучать более натурально, более близко к носителям. Я уже больше 10 лет работаю с русскоязычными и понимаю, что такой подход не очень часто приветствовался в прошлом, в образовательной системе, из которой большинство моих взрослых учеников вышло. Порой мне встречаются ученики, которые очень строго относятся к изучению языка. Но если разрешить себе немножко сыграть в роль, подурачиться, поимитировать, то язык начинает попроще восприниматься, и начинается такое установление положительной эмоциональной связи с ним. Второе — это смесь анализа и креатива. Изучение языка требует использования диаметрально разных стратегий. Некоторым людям приходится развивать одну из двух, но есть люди, которые как будто родились с этим подходом и как будто натурально знают, когда какой прием надо использовать. Речь идет об использовании аналитических способностей, которые нужны, чтобы замечать паттерны в языке. Это не про зубрить, это про закономерности. Как строится вопрос, почему меняется порядок слов, где надо ставить глагол, почему в этой фразе используется именно эта форма. В таком случае, в таком виде, в таком подходе язык — это система. И люди с хорошо развитыми навыками анализа умеют эту систему читать. Но с другой стороны, такие люди не боятся пробовать новые, перефразировать, играть со словами, то есть проявлять креатив. Даже если допускают ошибки, они активно используют язык и учатся на практике, а не в ожидании идеального результата. Это такая детская характеристика, которая у всех нас когда-то была. Это то, из-за чего над нами смеялись в детстве, над тем, как мы использовали язык, пока еще были очень маленькими и еще не до конца понимали, как наш родной язык функционирует. Еще один общий признак у тех, кто быстро прогрессирует в изучении языков, это маленькие регулярные привычки, которые чаще всего проявляются до или во время уроков. Казалось бы, ничего особенного, но именно такие детали помогают этим людям извлекать больше всего пользы из уроков. Привычка номер 1 — это подготовка к известному. Все ученики знают, что каждый урок начинается с более-менее похожими вопросами. Как дела? Или чего у тебя нового? И сразу видна разница между двумя типами подхода. Да? То есть, с одной стороны, есть люди, которые коротко, сухо отвечают: все нормально, как у тебя? Иногда могут даже не спросить, как у тебя. То есть они пришли быть учеником, который не берет инициативу за свое обучение, а я тут пришел, сейчас вы меня будете обучать. С другой стороны, есть люди, которые знают, что ага, я сейчас приду, Саша будет спрашивать, как дела, чего нового. И эти люди как будто заранее думают о том, что рассказать. И на самом деле для них это не просто small talk, это возможность попрактиковаться в реальной речи, в спонтанной речи. Иногда они даже могут готовить какую-то короткую историю, например, заранее. Вот мне помнится ученица, которая между уроками подскользнулась, упала и сломала ногу. И в начале урока я задаю вопрос: как дела, чего нового? И я вижу, что она мне рассказывает историю и поглядывает по сторонам периодически, и вижу, как будто проверяет какие-то слова. То есть она заранее подготовила себе, как сказать гипс, как сказать подскользнуться. Это не занимает много времени, но это очень приятно. Она уже подумала о том, что хочет мне рассказать, подготовилась, и у нас очень классный такой мини-диалог случился в начале урока, который в том числе был очень естественным, потому что для меня это было шоком, что она сломала ногу. Поэтому я еще интересовалась, как, что случилось, как долго дальше она будет сидеть с гипсом и так далее. Привычка номер 2 — это делать заметки. Да, звучит банально, но вы удивитесь, как много учеников вообще не имеют даже тетрадку для уроков английского. Это особенно является проблемой с переходом на онлайн-уроки.
Поскольку уроки идут на экране, они начинают восприниматься как просто YouTube-ролики. Но писать от руки это не просто, это не издевательство преподавателей. Это реально работает, это реально помогает запоминать лучше информацию. Это еще дополнительный такой инструмент обучения. Скриншоты доски это не считается, это не заметки, это лень. Лучше взять 2 минуты и просто быстро написать от руки то, что вы видите на экране. Запомните, что писать от руки – это часть обучения, а не какая-то дополнительная опция. Привычка номер 3 – вспомнить, что было на предыдущем уроке. Для этого не требуется много времени. Пожалуйста, перед уроком можно открыть тетрадку, которую из предыдущего пункта, я надеюсь, вы уже начали вести, и быстренько посмотреть, о чем там речь шла. Любой урок – это часть одной системы, и они находятся в определенной последовательности. То есть каждый новый кирпич строится на предыдущем. Если вы не повторяете старое, не настраиваете голову даже на элементарном уровне, вы теряете связь между этими кирпичами. Это как строить дом, но забыть, где фундамент был. Привычка номер 4 – это умение парафразировать. Одно из первых умений, которому я учу, это умение объяснить слово, которое вы не знаете. Вы не можете знать все слова, тем более на начальном этапе изучения языка. Это просто нереально, и ожидать от себя такого, это ведет к какому-то упаду мотивации, я считаю, и нежеланию дальше продолжать заниматься этим. Поэтому надо готовиться к ситуациям, в которых вы не знаете, как слово называется, вы не знаете, как называется та вещь, которая вам нужна, или то, что вы хотите сказать. Но вы умеете это объяснить. Вот, например, вам нужно слово «жираф». Но вы же не знаете, как оно на английском будет. Но если вы скажете «It's a big animal, long neck, like a horse, but not a horse», вас поймут. Вот через этот момент вас поняли, вы объяснили, что вам надо, через этот момент начинает приходить уверенность в общении. Успешные ученики умеют быстро переформулировать мысль с помощью знакомых слов, жестов, интонаций. Это навык, а не талант, и его можно натренировать. Привычка 5 – это понимание частей речи и грамматических ролей. Понимать, что такое существительное, глагол, прилагательное, наречие, и как они взаимодействуют в предложении, в своем родном языке в первую очередь, это невероятно помогает в изучении любого языка. У взрослых, в отличие от детей, уже есть это понимание, и оно может стать мощным преимуществом, если его использовать осознанно. Язык – это и знание, как работает язык, и умение, то есть уметь его использовать на практике. И таким способом понимать, как эта система устроена, это уже полдела. Привычка номер 6 – это фокус на коммуникации, а не на правилах. Лучшие ученики интуитивно понимают, все правила и конструкции вторичны, если не происходит самое главное, а это коммуникация. Язык – это инструмент, и если с его помощью вы достигли своей коммуникативной цели, то есть решили коммуникативную задачу, договорились, объяснились, спросили, пусть и с ошибками, это победа. Можно идеально построить предложение в голове, но если оно там и осталось, то польза нулевая. Не бойтесь говорить не идеально. Важно говорить сейчас, а не когда-нибудь потом, когда наконец все выучу. Скорость приходит с практикой, а практика – это разговор здесь и сейчас.